Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз, что скрыто, тайное, что прояснится, знаки судьбы, чего вы пока не видите, а это случится. Давайте узнаем второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 января 2026 года. Что в вашу жизнь, мои дорогие любимые львы, идет? Что там у вас будет проясняться? А я бы сказала, что это не только в первую декаду. Проясняться будет, на какой-то последующий период за счет ретро-урана, который у нас до 4 февраля еще останется в обратном движении. И обратное движение, мы знаем, что это чаще всего какие-то вопросы из прошлого, которые мы должны определить, прояснить, или, может быть, сами с чем-то разобраться, вообще, куда же мы идем, чего мы не хотим, чего мы, наоборот, хотим продолжать. Расставить вот эти логические точки в волнующих вопросах. Нам тогда легче будет идти вперед, словно налегке. И мы с вами сейчас словно в коридоре возможностей, как бы это ни звучало. Видимо, определиться все-таки придется. Но чтобы не останавливаться подробно, я вас приглашаю на свой сайт «Коридор возможностей», я так назвала статью. Там несколько статей, которые именно больше настраивают на те события, которые с нами будут происходить в 2026. И кармический декабрь– это тоже своего рода такая программа для каждого знака зодиака на 2026 год. Вот давайте с вами узнаем. И первые три карты – три знака судьбы. Так чего же вы не видите, мои дорогие? Возможно, это вы чего-то не предполагаете. Или о чем вы пока не догадываетесь, чего-то не замечаете, а это случится. Следующая карта. Так что ж там тайное прояснится? Что произойдет в конечном итоге? Или к чему быть готовым? Что уйдет? Возможно, вы что-то завершите или откажетесь сами. А что придет взамен? Что нового спешит на ваш порог? А может быть и кто? Такое тоже может быть. А особенно у нас где-то период, ноябрь, декабрь. За счет ретро-урана тут двойная такая усиленная позиция, именно основанная на чем-то прошлом. Вполне вероятно, это будет связано именно с персонами. Тоже разобраться надо. В целом, чего ждать с 1 по 10 львам в сфере любви и личной жизни? Чего ждать в сфере финансов и чего ждать сфера работы, ваших достижений? Может быть, и важные встречи, у кого-то документы, какие-то еще дела, но и планы. Итак, чего же вы не видите? Вот должно быть все по справедливости. Карта кармы сама по себе, судьбы, причины и следствия. И если мы сделали что-то хорошо, пусть когда-то это было, но теперь руками пусть другого даже человека нам как будто карма устанавливает равновесие. Конечно, это может быть и из такой ситуации, когда мы где-то сами наследили, да, но ошиблись. И не надо себя корить. Тут вот нужно что-то, может быть, и исправить. Нам на доработку тоже может вернуть судьба. Я не исключаю, что у кого-то из вас, вот такая ситуация может сложиться, когда нужна консультация юриста. У кого-то дела в суде, такое тоже, да, когда вот надо поступить по справедливости. В целом, карта можно, как совет ее воспринимать, все-таки это старший аркан. Здесь ничто не происходит случайно. Но именно, видимо, с 1 по 10 для вас очень важно с чем-то определиться или в соответствии с вашими планами, какими-то, может быть, уже договоренностями. Вам нужно либо, чтобы это было прописано на бумаге, и вы тогда хорошо знали, как в отношении вас работает закон, что будет исполнено. Может быть, ведь, опять же, ретро-уран, и когда ретро, обратное движение, мы всегда говорим с приставкой «пере». Мы пересматриваем, переподписываем, перезаключаем. Может быть, пересчитываем какой-нибудь отчет, да, или, вот есть что-то, то, что мы именно переделываем. И вот такая нам дается конфигурация, длиной больше, чем в месяц, для того, чтобы именно наша жизнь пошла с правильной ноги. Вот вам нужно что-то тут упорядочить, чтобы вот эта справедливость, она, как бы восторжествовала. Или для того, чтобы вам было больше ясности и понимания, что будет продолжаться, а что нужно завершить сейчас, чтобы, знаете, как типа обраток из прошлого не прилетело.
И чего вы еще не видите? Маг. О, вы ресурсные, мои дорогие. 2 старших аркана. Вы правда ресурсные. Ну и в 2026 году, особенно когда Юпитер перейдет в ваш знак зодиака, конечно, там больше будет сфера работы, достижений, где-то финансы, потому что это вот буквально льву блистать время показывает, да, срок. Но это еще до лета нам нужно дожить. Но, видимо, некоторые позиции вам нужно привести в полный баланс. Карты не исключают, что вы с такими магами, волшебниками можете столкнуться. Я, конечно, шучу, утрирую, но великий манипулятор и бьет по этой карте, правда? Но бывает так, что это вы сами можете оказаться, когда вы теперь учитесь себя защищать по-новому. Может быть, это касается даже работы, когда мы учимся уйти, может быть, от некоторых вопросов или тех дел, которые желают на нас как будто бы нагрузить, повесить, да, мы говорим, а мы потом за них отвечаем. Вот вполне вероятно, вы будете либо делегировать кому-то часть своих дел, может быть, это должны даже не вы делать, а кто-то другой. Может быть, и вам захочется так вот уделить больше внимания своим достижениям или своим планам. И для этого вам будет совершенно необходимо тоже быть этим серым кардиналом. И энергии-то, собственно, к тому располагают. У вас может быть на кону что-то важное. Причем нам ведь карты не говорят, что это будет какая-то синкопа. Скорее всего, тут что-то идет своим чередом. Но вот эти не случайности или люди, которые вам приносят какую-то весть, новость, значит, и новость эту нужно как-то переоценить, проработать, для чего она пришла. Или для чего этот человек вернулся, или вообще пришел, появился на моем пороге, да, или в моей жизни. Вот здесь не случайные случайности или какие-то такие соединения могут быть, когда ну, видимо, вы не можете какой-то вопрос оставить без внимания. Вам потом это, скорее всего, если мы говорим причина и следствие, это либо пригодится, либо вы себе скажете спасибо. Чего вы еще не видите? Король мечей. Конечно, я допускаю, это может быть человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы весы водолей, или имеет там асцендент. Но это карта человека, который занимает еще, да, если мы добавляем, это карта человека, который занимает какой-то высокий пост, к примеру, да, или стоит несколько выше по системе, по лестнице вот этой иерархии. Это может быть, допустим, связано с работой, да, какой-то руководитель или руководитель какого-то звена, а может быть руководитель руководителя, или пусть это даже в другой какой-то сфере официальное лицо, которое вам необходимо выйти на него для того, чтобы решить какой-то свой вопрос. По этой карте идут эксперты. Да, по этой карте идут люди в погонах также или в форме. И форма бывает разная. У кого-то это ведь врачи могут быть, да, и вообще сейчас много где вот форма присутствует, даже в каких-то компаниях, которые, ну, какими-то более бытовыми вопросами занимаются. Я не исключаю этого. Но это может быть и какой-то специалист, который вам совершенно необходим для того, чтобы дома что-то сделать с 1 по 10. Может быть, что-то вышло из строя. Люди, работающие с металлом, кстати, по этой карте тоже идут. Очень такая многогранная карта. Имеется в виду, что человек тот, который эксперт. Вот именно эксперт и интеллектуал. Тот, который много знает. Тот, который обладает большим объемом информации, и одновременно он умеет с ней взаимодействовать. Он знает, кому, что, куда, как. Вот какие-то такие персоны будут в вашей жизни. Может быть, это с позиции вы не видите. Может быть, этот человек вам и знаком. Но вот он откроется с какой-то другой стороны. Такое я не исключаю. Ладно, тайное. Что прояснится? Любовь. Ну и не только, конечно. Старший аркан, опять же. Старший аркан влюбленный– это еще и выбор, мои дорогие львы. Может быть, это у кого-то выбор по работе, а у кого-то по взаимоотношениям. Вполне вероятно. Но даже не буду доставать дополнительную карту, потому что
Тут проясняется именно какая-то задвоенная ситуация, что прояснится. Или отношения, которые требуют уже прояснения. Может быть, вам придется искать какой-то альтернативный вариант, чтобы решить свой вопрос, который, я не исключаю, вдруг вот так из глубин, да, из прошлого поднимается и становится актуальным именно в эти 10 дней. И вы будете искать, каким же образом мне это, ну, все состыковать. Карта отчасти говорит, сепарация только иллюзия. Что это значит? Скорее всего, придется быть дипломатами. С кем-то придется договариваться. Поэтому дипломатия, от того, как мы договоримся, такой эквивалент вы получите. Но также можно и закрыть через дипломатию какие-то острые углы или болезненные истории, или какие-то сложные вопросы. Что уйдет? И пусть уходит, хочется сказать. Вот посмотрите, семерка жезлов. Всегда говорю, что пытаются достать нашу героиню. Вот так вот, семью жезлами. А она сохраняет свой дзен. Вот, мои дорогие. Вот эти 7 жезлов, они постепенно, ну, будем надеяться, они как-то сведутся к нулю. Ну, видимо, с 1 по 7 еще где-то вы будете этот прессинг ощущать. Может быть, вы будете именно маг, волшебник. Это вы будете так вот грамотно, дипломатично действовать, отсекая от себя ненужное, ненужные предложения, ненужные связи. И вы анализируете. Вы сами где-то можете быть вот как в энергиях этого короля мечей, потому что продуманный человек. И он понимает, так, вот эта персона, она мне просто незачем. Сведу к нулю всяческое общение. А эта персона, она мне надоела. Да, через дипломатию. Это не вызов, это не вердикт. Но вот так вот сведу, опять же, к минимуму какие-то контакты. Ну, или какая-то иная ситуация. Вы учитесь себя беречь и себя защищать, избавляясь от лишнего. И лишнее уходит. А что придет взамен? Ёлки. Хочется сказать, да, что придет взамен. Ну вот может вас потом накрыть, а правильно ли я сделал или правильно ли я поступила. Вот сейчас мы достанем дополнительные карты. Это нам вообще о чем? Карты искаженного восприятия. Может быть, это, знаете, когда вы будете вот такой непростой выбор делать, у вас непростой выбор, потому что, ну, все-таки, смотрите, сразу 3 старших аркана, то есть это прямо вот тут что-то судьбоносное. Но это, знаете, какое-то самокопание, по сути дела, да? Мы как будто подзастряли в каких-то прежних мыслях, в прежнем восприятии мира, и девушка у нас находится в одной как будто местности, плоскости, а вот она-то себя видит совершенно другой в этом зеркале. Поэтому давайте мы с вами проясним, а что придет взамен. Что нового спешит на ваш порог? Хотя, мои дорогие, я не исключаю, что, к примеру, вот эти сомнения с новым человеком будут связаны. Есть у вас уже какой-то опыт, может быть, и кто-то будет думать, да не хочу я опять каких-то переживаний или каких-нибудь там камбэков. Мне это уже все прошла, и мне это или прошел, и мне это все надоело. Может быть, это переживание конкретно за конкретного какого-то человека. Я, конечно, не исключаю, кто-то занимается тем, что помогает любимым, близким людям, родственникам. Может быть, вот путешествие, да, по врачам. Ну, может быть, кто-то вынужден ухаживать именно, да, и вы тоже, есть надежды, но пока еще что-то, это касается как бы не вас, а вы в этом участвуете. И есть вот эти сомнения. Ну, давайте посмотрим, может быть, мало ли лечение доктор поменял. То есть вариантов может быть много. Будем реалистами. Но все-таки мы дополним, так что придет взамен или кто. Вот какая-то умеренность, терпение понадобится вам. Но вообще еще и спокойствие. Вы какой-то правильный выбор. Выход будет найден из какой-то сложной ситуации, мои дорогие. Вот если вы сейчас, что вы обдумываете? Или что вам не дает покоя? Может быть, эта задача имеет несколько вариантов решения. Ну, значит, вы какой-то один выберете. Или когда вы не знаете, согласиться, отказаться, вот как-то сложно, да? Но тут больше с учетом аркана умеренности, это именно какой-то выход нужно найти из патовой ситуации. И вроде как сделать сложный выбор. Но мы ищем выход, и мы его находим по этой карте. Так а что придет взамен?
Что нового спешит на ваш порог? Любовь. Тут какая-то ситуация у вас будет стабилизироваться. Ну, соответственно, и выход вы будете знать. Чем заниматься, чем не заниматься. Что предпочитать, а чему сказать «до свидания». Да, вот это будет. Вот, видимо, хоть и непростой выбор, да, но как-то вы умеете элегантно, сможете, по крайней мере, вписаться даже в какие-то сложные позиции. Ладно, что ждет в личной жизни? Ну, по аркану повешенной, как будто все замерло. Тупик, по сути дела, Т-образный перекресток. Ехали, ехали, приехали, называется. Либо налево, либо направо. А прямо не получится. С чем это связано? Ну, тут ведь может быть любая ситуация, не обязательно она касается чувств. У кого-то дома. 13-й аркан. Ну да, у кого-то могут быть такие моменты с людьми, вот, которые по части, да, ну, может быть, имеют родственников, может быть, престарелых родителей, да, то есть карта говорит о том, что, ну, вот все равно что-то вот близится, какая-то история затянувшаяся, близится к завершению. Я надеюсь, все правильно понимают, что это не про смерть, а это именно окончание. И родственник может почувствовать себя лучше, и решится какой-то вопрос, может быть, проведено будет какое-то лечение. Ну, я, к примеру, говорю, так или иначе, но все равно развязка наступает. Тут вы не можете что-то изменить, мои дорогие. Вот тут действительно много тех событий, возможно, которые приходят в вашу жизнь через контакты, через судьбы других людей. Ну, на кону уже новое что-то. По пажу пентаклей это у нас, с одной стороны, это весть или вестники, да, пажи. С другой стороны, это может быть какая-то ситуация и с вашим ребенком, взрослым ребенком, может быть, да, когда ребенок начинает какую-то свою новую жизнь, может быть, когда дети разъезжаются, но опять же, у каждого тут по-своему, но явно какое-то новое решение. Здесь может быть и ситуация такая, которая касалась сложных каких-то длительных отношений, которые тоже напоминали вот эти вот качели. Один день хорошо, 2 дня плохо, ну или наоборот, как-то так. И здесь вам может захотеться завершить что-то, потому что вы захотите, мои дорогие львы, чтобы ваша жизнь, она была более понятна. Ведь паж, особенно пентаклей, это прилежный ученик. Может быть, это вы будете даже какие-то готовы уже строить новые отношения, но чтобы они как-то даже начинались не так, как прежняя история, хотя я не исключаю личная жизнь. Здесь может быть и работа на дому у кого-то, или дополнительный какой-то заработок, или вы дома, может быть, какие-то онлайн-курсы проходите. Тоже вполне такое может быть. Но вот у каждого тут по-своему. Перекладывайте на себя. Что ждет в сфере финансов? Ну, по девятке мечей вы именно обеспокоены финансами. Эта карта еще одна искаженного восприятия, видимо. Может быть, вы какую-то новость слышите, а с чем это связано? Да, вот нам говорят, как будто либо вам могут предложить, либо вы сами себе предложите, что ну давай-ка ты что-то либо изучай, либо рассматривай какой-то дополнительный доход. Вы можете получить какую-то новость, кстати, по части денег, которая будет к примеру, даже сопровождаться тем, что, ну, для кого-то либо релокация офиса, или какой-то переезд, или вам может даже так вот проиграться, что вам предлагают какую-то должность, и для этой должности нужно либо ну, как пройти эти самые курсы, или вам придется поменять график своей жизни, или вам придется все равно что-то рассматривать как ну, как с нуля, или в чем какое-то дело, может быть, или дополнительная какая-то обязанность, нагрузка. Вот тут тоже я не исключаю. Вы хотите, с одной стороны, заработать, и вроде бы вариант такой вы видите, но как это совместить с тем, что уже есть сейчас? Вот такой сложный вопрос вы, может быть, и будете решать. Но ведь эта карта отчасти, когда предварительный вот уже этап жизни заканчивается, Паш подбросила жезл, и он, очертив один виток, выходит уже на новый уровень. Вот здесь у вас какой-то выход на новый уровень. Так что ж там гроши, будут или нет? Вот прямо так и хочется спросить. Ну, сейчас пока вы с 1 по 10 все по-старому. А по-старому уже лев сам не хочет. Может быть, поэтому
какая-то тема финансовая вас заставляет думать об этом. Но тут самое ведь главное, может быть, сидели вот так думали, да, пейзаж не меняется, девушка смотрит в окно. А под конец мы скажем: "Нет, баста, вот я сейчас к чему-то приступаю". Скорее всего, вы тут на что-то решитесь или решите какую-то тему. А по части ваших достижений, работы, ну да, вот опять же, опять какой-то сложный выбор. И нам говорят: "Ты тут не подзастрянь, все перекладывай на практику". Или, к чему-то конкретно приступай. Или попробуй себя хотя бы, да, в какой-то одной, может быть, области, в другой. Посмотри, примерь на себя, что тебе подходит. Самое главное — не бездействовать, потому что это карта розовых очков, однако, и иллюзорного успеха. Здесь придется, но недолго мешкая, сделать какой-то выбор. Может быть, это и на будущее. Вполне вероятно, с учетом, что у вас выпадает король мечей. Либо вы сами будете в этих энергиях таких очень рациональных, холодных, может быть, и жестких. Жестких по отношению к самим себе в первую очередь. Потому что явно есть какой-то вопрос задвоенный, который вам нужно решить. Может быть, где-то вы там еще и потопчетесь на месте, но карта говорит, что, в принципе, выбор-то делать все равно придется. И нам вверху сказали, что да, выбор этот сложный, который, ну, он сложен, может быть, потому, что немножко не так, как вы себе это представляли. Представляли одно, а тут какие-то есть нюансы. Ну ведь для вас, посмотрите. Это означает какой-то совершенно новый уровень жизни. Или кому-то надо на что-то согласиться, может быть, да, по крайней мере, попробовать. Вот как этому магу, например, быть. Я попробую, если что-то не пойдет, значит, я потом переиграю. Поставить перед собой, может быть, конкретные цели или даже рамки, временные рамки, например, да, мы говорим. Попытались, посмотрели, насколько откликается вашей душе, насколько это на практике, какой эквивалент от этого мы получаем. А эквивалент — это когда мы, по сути дела, от работы, мы во что-то вкладываем свою энергию, знания, экспертность, а обратный как бы отклик, он выражается в финансах. Тут все просто. Поэтому тут и замешкаться-то нельзя. Может быть, для кого-то из вас и заканчивается период какого-то бесплодного ожидания. Такое тоже может быть. И тогда, вы знаете, вы прямо с какой-то страстью можете начать что-то изучать, потому что есть, вот посмотрите, если мы говорим сложный выбор, да, ничего не происходит, сидит и думает человек, что мне тут выбрать? То тоже девушка смотрит в окно, пейзаж не меняется. Здесь еще веселее. Повешенный. Вот как будто 3 каких-то тормоза получаются, да? А тем не менее, уже нам выпадает 2 пажа, какие-то 2 новости, 2 каких-то события. И это совершенно новый оборот какой-то, да, в вашей эволюционной жизни. Уже имеется в виду в переходе к будущему. А здесь что? Чего ждать? По этой карте тут нечего ждать. Ого! Да тут на кону ваше солнце. Поэтому вам и придется делать какой-то сложный выбор. От него не уйдешь. Мы можем оставить все как есть. Но я так думаю, с учетом того, что у вас очень много старших арканов, а первый аркан — справедливость, да помните, если мы сами вот не анализируем что-то, может быть, вот так вот, как я говорила по королю мечей, то тогда отдаем на волю случая какие-то очень важные вехи в нашей жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные комментарии, читаете мои публикации. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Читайте и переходите в описание под видео, там есть ссылки на мои статьи, подписывайтесь на телеграм-канал. А я вас люблю, мои дорогие, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.